Привет, друзья! Мне кажется, что еще только вчера вышло видео о том, как зуб пролежал в Кока-Коле 1 год, а сегодня прошло уже целых 7 лет. И я знаю, что вы ждете продолжения этого эксперимента, так как постоянно заваливаете меня комментариями о том, когда уже наконец выйдет видео про зуб в коле через 7 лет. По вашим просьбам, год назад я положил зуб в баночку и залил его свежей колой, так как старая кола выдыхается и уже почти не воздействует на зуб. И вот прошел год. Зуб в баночке виднеется, значит он все-таки не растворился, но, как мне кажется, немного уменьшился в размере. Открываем баночку и переливаем содержимое в прозрачную емкость. Ну и вот он, тот самый легендарный зуб мудрости. Как мы видим, на дне емкости с колой находится небольшое количество ошметков от зуба. И эти ошметки довольно крупного размера. Это говорит о том, что зуб начинает разрушаться все сильнее и сильнее. Теперь рассмотрим зуб более крупным планом. Сейчас зуб сырой и нужно чуть-чуть подождать, чтобы он подсох. На сухом зубе его поверхность видна более отчетливо. Каких-то крупных и явно выраженных повреждений за год не произошло. Если попытаться погнуть корни, то складывается такое впечатление, что зуб стал резиновым. У нормального зуба такого эффекта не наблюдается, он твердый как камень. Сам зуб стал тоже очень мягким. Мне кажется, он еще сильнее размягчился, чем был год назад. Связано это с тем, что Coca-Cola содержит ортофосфорную кислоту, которая растворяет кальций, и он, так сказать, улетучивается из зубной ткани. И если бы в зубах не было кальция, то жевать ими было бы невозможно. Так что Coca-Cola действительно может нанести вред зубам. Но процесс этот не быстрый. Нужен длительный контакт. Хотя злоупотреблять колой в любом случае не стоит, так как при ее употреблении она может выводить кальций из организма в целом, что впоследствии негативно скажется на состоянии не только зубов, но и других частей тела, в которых содержится кальций. Теперь можно посмотреть всю хронологию событий, каким зуб был до, через месяц, через год, через 2 года, через 3 года, через 4 года, через 5 лет, 6 лет и 7 лет нахождения в Кока-Коле. Хорошо видно, что он становится все меньше и меньше, а также все чернее и чернее. Так что, как видите, Coca-Cola не смогла растворить зуб даже через 7 лет. Причем она хорошо растворяет только кальций. Сама же мягкая ткань зуба менее подвержена растворению. Ну что ж, теперь закинем зуб обратно в баночку и зальем свежей Кока-Колой. Если вы за продолжение эксперимента, то обязательно поставьте лайк. Тогда через год мы снова посмотрим, что же стало с зубом. Это самая дорогая кола на сегодняшнем обзоре, называется Fentimans Cherry Cola. Сделана эта кола в Великобритании. Кола эта очень необычная, так как изготавливается с применением корня имбиря. Также сюда еще добавлен кофеин. Как мы видим, эта кола супер сильно газированная. Fentimans Cherry Cola стоит 360 рублей. По цвету эта кола очень-очень черная, а по запаху пахнет самой обычной кока-колой. Попробовал, и вкус действительно напоминает обычную кока-колу, но только что очень сильно чувствуется еще во вкусе имбирь. Но я бы не сказал, что она какая-то супер-пупер вкусная. Мне кажется, даже самая вот обычная кока-кола, она по вкусу ничуть не хуже. Только лишь то, что вот она необычная такая. Я думаю, что она такая дорогущая, потому что просто изготовлена в Великобритании, а там все гораздо дороже стоит. Это тоже не дешевая кола, называется она Fritz Cola. Объем 330 мл, и здесь содержится очень много кофеина, целых 25 мг на 100 мл. Состав здесь практически точно такой же, как и в стандартной Кока-Коле. Ароматизаторы здесь натуральные. Изготовлено в городе Гамбург, это Германия. Минус этого напитка в том, что здесь используется устаревший вариант крышки, и чтобы ее открыть, нужен специальный ключ. Было бы гораздо удобнее, если бы вот просто повернул и открыл. Здесь, в общем, так вот не получится сделать. Fritz Cola стоит 250 рублей. У этой колы очень ярко выраженный вкус. Вкус такой очень резкий, бодрящий. Но я бы не сказал, что этот напиток там гораздо круче, чем вот классическая кола. Я думаю, что если человек не гурман в плане колы, то он даже бы и не отличил, что это вот такая кола или это классическая. Поэтому, конечно же, вот эти все супер дорогие напитки, какие-то они необычные, здесь вот очень много кофеина. И все-таки я склоняюсь к такому мнению, что никакого особо большого смысла нету покупать все вот эти дорогущие колы. Можно купить вполне обычную, которая продается в любом магазине. Она по вкусу, мне кажется, ничуть не хуже. Это Me and My RC Royal Crown Cola.
Здесь совершенно нету никакой информации на русском языке. Состав здесь практически такой же, как и у обычной классической Кока-Колы. Данный напиток был разработан еще в 1905 году, то есть чуть-чуть попозже, чем классическая Кока-Кола. Но зато эта компания RC Cola первая придумала расфасовывать напиток вот в такие алюминиевые баночки. Производится данная кола в США. Royal Crown Cola стоит 150 рублей. По запаху этот напиток пахнет примерно так же, как и стандартная Кока-Кола. Но вот вкус, конечно же, отличается. В данном случае мне показалось, что в этой коле сахара гораздо меньше. Потому что вот ее пьешь и какого-то вот очень сильно сладкого и приторного послевкусия не остается. И как-то вот мне даже по вкусу эта кола больше понравилась, чем классическая. Минус только в том, что эта кола, она более редкая, продается она в основном в США, в России редко ее где можно встретить, потому что этот бренд не такой раскрученный. Но тем не менее по вкусовым качествам она, мне кажется, ничуть не хуже. Это Schweppes Cola. Состав у нее такой же практически, как и у классической Кока-Колы, но только что еще есть консервант. Производится данный напиток в Польше. Schweppes Cola стоит 110 рублей. По цвету, по запаху и по вкусу у этой колы есть некоторые сходства с классической. Но вот то, что сразу же я почувствовал, это гораздо меньше газация. Она чем-то напоминает очень дешевые колы, где вот этих газов всегда очень мало. Ну и вкус у нее тоже не такой ярко выраженный, как у классической Кока-Колы. Стоит она дороже только лишь потому, что производится не в России, ну и так как это все-таки дефицитный товар. А так вот я скажу, что обычная Кока-Кола, она ничуть не хуже по вкусу. Так что, в общем, большого смысла переплачивать даже и нету. Раньше такая кола была дефицитом, продавалась только лишь в специализированных магазинах, а теперь она продается везде практически. Это Кока-Кола со вкусом лайма. Причем в составе на самом деле есть сок из лайма, но его здесь всего лишь 0,5%. Консервант в этой Кока-Коле тоже есть. Кока-Кола лайм стоит 49 рублей 90 копеек. По цвету эта Кока-Кола ничем не отличается от самой обыкновенной. У нее цвет такой же темный, он даже совершенно не светлее. А вот вкус и запах уже от обычной Кока-Колы отличается. Действительно, вот есть такие небольшие нотки лайма. Ну, так как всего лишь его 0,5%, поэтому, конечно же, он ощущается не очень сильно. Также во вкусе присутствует небольшая кислинка. Но она совсем-совсем маленькая. И я бы сказал, что даже это приятная кислинка. И, скажем так, вот для разнообразия можно такую колу тоже купить и попить. Тем более, что цена одинаковая, что обычная Кока-Кола, что вот эта вот Кока-Кола лайм. Они абсолютно в цене не отличаются. В общем, по моему вкусу довольно-таки приятный напиток. Это Кока-Кола без сахара, вкус апельсина. Ну, конечно же, она не совсем то, чтобы без сахара, она скорее содержит в себе заменитель сахара. Поэтому вкус все равно будет сладкий. И так как это кола без сахара, то содержит всего лишь 1 килокалорию. В составе написано, что содержатся натуральные ароматизаторы. То есть в данном случае я думал, может быть, будет тоже сок апельсина, но сока нету, потому что возможно, что в соке апельсина есть сахар, а сахар здесь недопустим. Поэтому решили добавить просто ароматизаторов. Coca-Cola Zero апельсиновая стоит 49 рублей 90 копеек. В запахе действительно присутствуют нотки апельсина, и во вкусе тоже чувствуется апельсин. Но какой-то вот этот вот цитрусовый вкус придает такую совсем небольшую горчинку. Поэтому, скажем так, вкус очень необычный. И вот, по моему мнению, все-таки вот Coca-Cola классическая, она как-то гораздо вкуснее, мне кажется, чем вот эта вот апельсиновая. Да и к тому же, мне кажется, вот это вот апельсин с Кока-Колой, он не очень-то и сочетается. То есть взять апельсин, залить его Кока-Колой и потом попробовать съесть. Мне кажется, это будет вообще невкусно. Точно так же вот и в этом напитке. Ну, просто они, в общем, экспериментируют, придумывают разные вкусы, чтобы как-то увеличить продажи. Поэтому и придумывают вот эти вот различные смешения вкусов. Но лично мне кажется, что это смешение вкусов как-то не очень хорошо друг к другу подходит. Это недорогая кола, называется Vanilla Cola Original, изготавливается по ГОСТу. И, видимо, этот ГОСТ допускает наличие консервантов. Изготавливается этот напиток в России, в городе Пенза. Купил я такую колу в фикс-прайсе, и стоит она 27 рублей 50 копеек. Пахнет немножечко ванилью. Вкус мне даже показался каким-то немножко неприятным. Какая-то вот легкая горчинка присутствует. Я, вообще говоря, небольшой фанат Кока-Колы, но вот эта вот ванильная кола мне совершенно не понравилась. Это самая дешевая Кока-Кола, продается она в Перекрестке, и в названии совершенно нету никакого пафоса, называется просто кола. В составе этого напитка совершенно ничего нету натурального. Самое интересное, что ничего натурального нету, следовательно, портиться нечему, но тем не менее есть консервант. Изготовлена эта кола в Московской области, город Люберцы. Самая дешевая кола стоит 15 рублей 90 копеек. В этой коле уже не такое гигантское количество газов, как было в самой дорогой. Теперь сравним напитки. Это самая дешевая кола, а это самая дорогая.
У самой дорогой колы вкус более выраженный, и к тому же чувствуется вот имбирный оттенок. А в дешевой коле вкус уже не такой яркий, но тем не менее все равно пить ее приятно. В общем, она похожа на Кока-Колу обычную. Разница в цене у этих напитков в 20 раз. Ну, я бы и не сказал, что вот эта вот дорогая кола, она в 20 раз вкуснее вот этой вот дешевой. Здесь у нас самая дешевая Кока-Кола, а здесь классическая. Разница существенная в том, что дешевая Кока-Кола, она менее газированная. В классической коле газов гораздо больше. Ну и вкус тоже у дешевой колы, он менее выраженный. Но тем не менее, вот эта вот дешевая кола, она тоже, в общем, ее можно пить. Мне она по вкусу тоже понравилась. Только что у нее в составе есть консервант, а у настоящей Кока-Колы в составе консерванта нету. Но тем не менее, даже если и в составе нету консерванта, я бы не сказал, что Кока-Кола это какой-то полезный напиток. Все равно, конечно же, пить его нужно очень-очень в ограниченных количествах. Друзья, какую еду мне еще продегустировать? Пишите в комментариях. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!